Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты и психологического здоровья. Сегодня у меня будет Виктория, я ее буду встречать. Сегодня решила немножечко по-другому начать, так полноценно, с полноценной встречи. И сегодня я покажу часть очень интересной спа-программы, которая называется «Шоколадно-ванильное спа». Сегодня мы будем делать ванильный пилинг своими руками, и вы это увидите. Смотрите. Сначала встреча. Итак, это Виктория. Мы сегодня будем, как я уже говорила, делать ванильный пилинг своими руками. Я покажу, как это делать. Виктория, скажи всем привет. Да, всем привет. Все, мы идем в кабинет. Пойдем. Вещи забираем свои. Там положишь. Провожая клиента в кабинет, то есть есть такой тоже момент, всем на заметку, обязательно пропускайте его вперед и показывайте, куда можно положить вещи. Вещи кладем сюда. Угу. Здесь можно будет повесить, если нужно пальто. Либо пальто я могу повесить, где верхняя одежда у нас висит. Итак, друзья, первая часть нашей спа-процедуры, шоколадно-ванильное спа. Очень приятная процедура для клиентов, кто хочет расслабиться, получить дозу эндорфинов, кто любит запахи ванили, кокоса, шоколада. Это процедура для них. Как по классике проходит протокол процедуры. Спа начинается он всегда с пилинга. Ну, если есть хамам, сауна, можно начать с распаривания, потом пилинг, затем обертывание и в конце уже нанесение массажного средства легкими массажными движениями, спа-массаж. И на этом уже мы заканчиваем процедуру. Сейчас первый этап. Я покажу, как сделать ванильный пилинг своими руками. Он будет обладать приятным ванильным ароматом. Вы его можете приготовить сами, не заказывая где-то в каких-то брендах, потому что очень много брендов, в том числе, которые позиционируют себя как эко-бренды, работают на продукции, которые, в принципе, даже можно есть. То есть она основана на каких-то сушеных фруктах, типа банановой крошки, кокосовой стружки и так далее, какао-бобов. В принципе, она безопасна. Также применяют для тела. И такой же скраб вы тоже, в принципе, можете, если проголодались, доесть после его использования. Итак, я возьму какую-то емкость для того, чтобы мне туда насыпать обычный сахар. Почему я люблю больше использовать в виде скраба сахар, чем соль? Соль, она имеет свои преимущества, но она очень негативно влияет на кожу, она ее сушит. Как же вы скажете, морская вода? Ну, морская вода, она срабатывает за счет своих микроэлементов, которые в ней находятся. Но, конечно, соль, она все-таки натрий, хлор оказывает негативное воздействие и сушает кожу. А вот мед, сахар, он больше увлажняет. Сыпем обычную ваниль. Она не приносит никакого вреда, дает приятный ванильный аромат. Вот такой пилинг. Далее наливаем туда кокосового масла. Желательно, конечно, чтобы оно уже было жидкое, то есть разогретое. Наливаем кокосовое масло. Все это размешиваем. И приступаем, друзья. Приятного аппетита! Да нет, конечно, я сейчас есть это не буду. Потом уже после съемок. Не забываем про то, чтобы поставить рядом со скрабом любым, какой бы вы скраб ни использовали, емкость с горячей водой, для того, чтобы лучше, легче наносить скраб. Наливаем горячую воду. Ну, как всегда, горячая вода у меня очень долго нагревается.
Вот, поэтому пока она нагревается, такая более уже теплая стала. Лучше прям горячую-горячую наливать, потому что в итоге она будет остывать. И в течение 15-20 минут, если очень спешим, то можно 10 минут, делаем скраб, делаем пилинг. Естественно, абразивные частички у нас в этом пилинге, в этом скрабе в виде сахара. Питательная такая среда – это масло. Ну и приятный ванильный аромат – это ваниль. Конечно, когда тело разогретое после сауны, после хамама или в хамаме такую процедуру делать, конечно, совсем другой эффект. Кожа будет лучше очищаться, потому что уже эпидермис подготовлен. Он уже будет лучше отшелушиваться. Если кожа чувствительная, разбавляйте больше водой. Если кожа чувствительная, добавляйте меньше сахара, больше масла. Делайте движения более поверхностными. Мастера, которые только начинают работать в спа, совершают такие ошибки, что стараются очень старательно так делать процедуру пилинга. И бывает даже, что у клиентов остаются микроцарапины от соли или от сахара. Не больно? Нет. Ну, то есть вот такой обычный сахарный скраб можно сделать дома. Также вы можете приготовить скраб, купить водоросли микронизированные, в аптеке в любой продаются. Соединить их с солью, добавить масло, например, рисовое. Оно очень легкое, не обладает запахом, или какое-нибудь рафинированное кокосовое без запаха, чтобы кокосовый аромат не смешивался с запахом водорослей. И тогда у вас будет уже солевой водорослевый пилинг. Вы можете добавлять мед, можете также скраб делать из кофе. Но мне не нравится кофе, потому что он более такой вот как-то грязный, его тяжело смывать, руки потом коричневые от него. Ну, то есть все что угодно. Летом вообще можно в блендере измельчить малину, и добавить хлопья геркулеса измельченного и сделать такой увлажняющий скраб, потому что будут там кислоты присутствовать, будет увлажнять все для суперчувствительной кожи. То есть малина, хлопья геркулеса и мед. Это будет прекрасный скраб. Во многих брендах используют хлопья геркулеса для того, чтобы в скрабах, для того, чтобы добавлять их в пилинги для чувствительной кожи. Можно назвать такую процедуру скраб-массаж. Ванильный скраб-массаж. Очень красивое название, такое завлекающее. Многие спрашивают тоже после обучения онлайн или очном, ну как же назвать массаж? Называйте массаж так, чтобы клиенты к вам пришли. А потом делайте на процедуре все для того, чтобы они пришли еще раз, для того, чтобы они остались и стали вашими постоянными клиентами. Не секрет, что мы все реагируем на названия, на какие-то такие вот вкусные названия. Нас это притягивает, поэтому можете назвать как угодно. Главное, чтобы это соответствовало сути процедуры, которую вы будете делать. Ванильный скраб-массаж, да, это вкусно. Я бы, может быть, тоже вот на такое польстилась бы, записалась на такую процедуру. Как ты думаешь, Виктория? Я думаю, да, я обязательно посоветовала. Да. Еще запах. Да. Очень приятный. Обычная ваниль, кто занимается выпечкой, знает этот ингредиент. Ну и она не болезненная, да, не чувствительная.
Если вы хотите сделать такой скраб антицеллюлитным и антицеллюлитный скраб-массаж, тоже можно применить такое название. Добавьте просто антицеллюлитного масла, которое мы вместе готовили в прошлых выпусках. Я показывала, как сделать антицеллюлитное супер разогревающее масло своими руками. И вместо обычного кокосового масла в такой скраб можно добавить антицеллюлитное масло. Особенно это будет актуально после разогрева, в хамаме, в сауне, когда тело уже подготовлено, или после горячего душа. Сделать такой скраб-массаж в течение 20 минут, еще больше разогреть тело клиента, ускорить метаболизм клеточный. Это тоже будет актуально. Поэтому, друзья, не бойтесь экспериментировать. Переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой. Там вы можете приобрести онлайн-обучение по лицу, по телу, уже отрабатывать на моделях дома, много-много раз это повторять и 100% научиться моим техникам. Ставьте лайки. Всем пока!